Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале. Сегодня у нас меню заливное судака. К судаку я еще добавил плавники от голов семги. Давайте приступим. Сначала разделаем судака. Для этого я покрыл доску пленкой, чтобы ее не пачкать. Судака не чистим, прямо с чешуей разделываем на филе. Делаем надрез до головы и по хребту выводим к хвосту. Как разделывают судака? У меня на канале есть несколько блюд. Судак с помидорами, судак в конверте. Там везде подробно я показываю, как разделывать на филе. Процедура такая же. Выводим к хвосту. Вдоль брюшных ребер отделяем филе. В конце срезаем. Вот у нас получается филе на шкуре. Берем вилочку, прищемляем здесь хвост и вдоль шкуры срезаем филе в сторону головы. В итоге у нас получается вот такая красота. Шкуру мы отправляем в кастрюлю прямо с чешуей. В чешуе у рыбы очень большое количество коллагена, того же самого желатина, который требуется нам для того, чтобы наше заливное застыло. Удаляем кишечник, аккуратно, не надрезав желчь. Кишки нам не нужны. С обратной стороны проделаем ту же самую процедуру. Только надо начинать от спинного второго плавника, делать прокол, выводить вдоль хребта к голове, надрезаем, прокалываем к брюшному плавнику и ведем в сторону хвоста. Все у нас. Делаем надрез за головой и вдоль ребер срезаем филе. В конце ребер обрезаем. Вот у нас получается хребет, голова, мясо на шкуре. Опять срезаем мясо со шкуры. Нож обязательно, желательно филевочный и обязательно, чтобы он был острый. Все, вот мы срезали вторую часть филе. Отправляем ее сюда. Шкуру отправляем в кастрюлю, в которой будем варить бульон. Нарезаем хребет, отправляем в кастрюлю. Жабры желательно вырезать. Они могут придать горьковатый вкус, поэтому спокойно их лучше удалить. Навара они нам никакого не дадут. А голову отправляем к хребтам. Также в кастрюлю я положу плавники, которые я срезал с голов семги. Они нам дадут тоже навар и часть хребта. Все, у нас есть для навара рыба, также у нас есть филе. Для заливного нам достаточно будет одной половинки. Давайте продолжим. Сейчас я приберу здесь на столе и поставим бульон вариться. Дорогие друзья, рыбу мы подготовили. Заливаем водой холодной. Воды много не надо. Достаточно будет, чтобы покрывало только рыбу. Ставим на плиту. Ждем, когда закипит. Потом будем ложить лук, морковь, перец, лаврушку и соль. Дольем воды ровно столько, чтобы она чуть покрыла рыбу. Тогда у нас получится наваристый бульон, и нам не придется воспользоваться желатином для его загустения. Дорогие друзья, для рецепта заливного нам понадобится 1 луковица, 1 морковка, листья петрушки для украшения, стебель. Лучше, конечно, корень сельдерея, но я не нашел, подойдет и стебель. Также понадобится 2 яйца, 1
мы сварим для украшения. Одно на всякий случай, если бульон получится мутный, мы забелим, сделаем оттяжку из белка. Соль, перец горошком и лавровый лист. Все, продолжаем. Наш бульон закипает. Ждем, снимаем пену. Доводим бульон до кипения. Убираем пену. Убавляем нагрев, чтобы еле-еле булькало. И оставляем вариться на 1,5 часа. Сняли пену. Закладываем одну луковицу, одну морковку и стебель сельдерея. Это нам нужно будет для аромата. Также кладем 2 лавровых листа, штук 20 перца горошком. Солить будем позже. Все. Через 1,5 часа возвращаемся к бульону. Дорогие друзья, наш бульон для заливного проварился 1,5 часа. Я клал туда одно яйцо, чтобы оно сварилось. Оно нам понадобится для украшения. Достаем оттуда морковку. Она нам позже понадобится для украшения. Остальное процеживаем. Вынимаем лук, стебель сельдерея, лаврушку. Процедим наш бульон через мелкую сетку. Я думаю, этого навара нам будет достаточно даже без добавления желатина. Все у нас прекрасно разварилось. Бульон у нас получился светлый. Осветлять я его белком не буду. Дорогие друзья, процеженный бульон ставим на плиту и отвариваем филе судака. Отправляем филе судака в кастрюлю. Варим не больше 5 минут. Солим, пробуем. Если вас устраивает вкус, все так оставляем. Засекаем 5 минут и рыбу достаем. Друзья, 5 минут рыба проварилась. Вынимаем, чтобы у нас филе осталось цельное и не развалилось. Рыбу достали, выключаем плиту. Сейчас разольем на низ пиалушек бульон. И потом, когда у нас подстынет, начнем выкладывать нашу рыбу и для красоты нарезанные лимончики с морковкой и зеленью. Я взял посуду, миску, наполнил ее льдом и поставил туда наши формы. Сейчас я наполню формы на сантиметр где-то бульоном, чтобы он подстыл. Потом буду выкладывать уже украшения и заливать оставшийся. А бульон пока тоже уберу в холодильник, чтобы он начал подстывать. Аккуратненько. Все, этого будет достаточно. Сейчас я уберу формы и бульон в холодильник. И как у нас подстынет, мы вернемся и продолжим заполнять наше заливное. Дорогие друзья, начальная стадия заливного подстыла. Обратите внимание, оно еще не совсем подстыло, но уже не выливается. Что мы делаем дальше? Дальше мы начинаем его украшать. Тут уже насколько ваша фантазия позволяет. Может это отварная морковка, какие-то там цветочки, может это быть каперсы, может быть зеленый горошек. Нальем немного бульона в миску и начинаем, окунаем, выкладываем
Окунаем, выкладываем, окунаем, выкладываем. Можно лимончик вот так вот по краям. Насколько ваша фантазия вам позволит, какие фигурки хотите сделать, такие и можете творить чудеса. Я вот, допустим, так обычно по-простому обмакиваем, выкладываем. Так, давайте сюда еще положу петрушечку. Теперь кладем рыбку поверх и заливаем сверху оставшимся бульоном. Он уже чуть-чуть тоже подстыл. С остальными проделаем ту же самую операцию и уберем в холодильник до полного застывания. Потом вернемся и попробуем. Дорогие друзья, заливное простояло ночь в холодильнике. И вот что у нас получилось. Без какого-либо желатина. Вот у нас, пожалуйста, его оттуда даже не вытряхнешь. Для того, чтобы его достать, налейте в какую-нибудь посуду горячую воду, опустите, чтобы нагрелись стенки посуды. Где-то так с минутку держим. Вытираем. Накрываем тарелкой. Переворачиваем. Аккуратненько снимаем чашку. И у нас получилось красивое заливное. Но я бы вам рекомендовал не делать в полукруглых, так как собирать красивый рисунок в полукруглой чашке сложнее. Делать в посуде с прямоугольным дном. Чтобы можно было залить тонкий слой, подстыло, потом выложить узор, залить еще раз, подстыло, и потом оставшуюся рыбу и это все остальное. И тогда у вас получится вот такое заливное. Попробуем, что у нас тут на самом деле. На самом деле это просто холодная уха с красивой такой подачей. Вкусно, но муторно. Так что на любителя, кто любит, просто можно даже не запариваться о красоте. Взять какой-нибудь противенек, все сложить, залить, и вот у вас будет заливное. Желатину я не вижу смысла. С одного судака шкура, хребет, голова, чуть красной рыбы там в отрубе. Наварился такой бульон, он спокойно, без желатина застыл. Вкус детства. Папа в детстве ловил очень много судаков, и маме куда-то надо было их перерабатывать, вот она варила заливное. Ну, правда, она не делала так красиво, не украшала, а просто вот, говорю, в лотке заливала и остужала в холодильнике. А на этой вкусной ноте, по традиции, дорогие мои друзья, я хочу поздравить всех тех, у кого сегодня день рождения. Пожелать вам, дорогие мои, здоровья, счастья, любви, мирного неба над головой, добрых людей рядом. Будьте здоровы, пусть будут здоровы ваши близкие, дети, родители, если живы. Не забывайте о тех, кого уже с нами нет. Всего вам доброго, здоровья и здоровья и здоровья еще раз. А на этом я хочу с вами попрощаться. До скорых встреч. С вами был Волоха. Всего доброго. До скорых рецептов.